тот день море у берегов Шри-Ланки казалось бесконечным и пугающе спокойным. Патрульный катер военно-морского флота возвращался на базу после долгого дежурства. Уставшие моряки вглядывались в горизонт, где серая вода сливалась с таким же серым небом. Вдруг один из офицеров заметил в паре миль от берега странный объект. Сначала подумали обломок скалы или риф, но скала двигалась, отчаянно сражаясь с волнами. Приблизившись, команда замерла от шока. Посреди открытого океана, там, где глубина не прощает ошибок, боролся за жизнь молодой слон. Его огромные ноги неустанно работали под водой, а хобот, как спасительная трубка, был поднят высоко вверх, ловя крупицы воздуха. В глазах животного читался первобытный ужас и запредельная усталость. У моряков не было инструкций на случай спасения многотонных животных в открытом море, но оставить его умирать было невозможно. «Мы разворачиваемся!» — скомандовал капитан. Началась сложнейшая операция. Слона, которого позже прозвали Джамбо, нельзя было просто поднять на борт, катер бы перевернулся. Нужно было обвязать его тросами и отбуксировать к берегу. Несколько ныряльщиков спустились в воду. Это был момент абсолютного риска. Один удар напуганного гиганта мог стать фатальным. Но Джамбо, казалось, все понял. Он перестал метаться и замер, доверяя свою жизнь странным существам в гидрокостюмах. Когда тросы были закреплены и катер начал движение, тишину океана прорезал душераздирающий крик. Слон трубил от боли. Вокруг него начала расплываться розовая дымка — кровь. Моряки похолодели. Кровь в океане приманивает хищников. Оказалось, к ноге бедняги присосалось паразитическое морское существо, чьи шипы впивались все глубже при каждом движении. Рискуя собой, водолазы снова ушли под воду. Прямо в открытом море, среди крови и возможной угрозы акул, они вручную удаляли шипы. Слон терпел, не шелохнувшись, словно понимая, что эта боль — путь к спасению. Метр за метром, час за часом катер тянул Джамбо к суше. Когда ноги слона коснулись песка, он едва нашел в себе силы выйти на берег и тут же рухнул от истощения. Ветеринары работали всю ночь, обрабатывая раны и вводя лекарства. Спустя несколько дней Джамбо окреп. Моряки не просто спасли его, они нашли его семью в лагуне Кокилай. Когда настал момент прощания, Джамбо медленно вошел в мелководье. Он остановился, обернулся к катеру и издал долгий трубный зов, который разнесся над джунглями. Это не было случайным звуком, это было «спасибо». Из чащи ему ответил хор голосов. Стадо узнало своего потерянного брата. Моряки, видевшие в своей жизни немало суровых штормов, не скрывали слез. Они уходили в обычный патруль, а вернулись, подарив миру чудо и доказав, что даже в безбрежном океане всегда есть место для сострадания.